Привет всем! Сегодня готовим всеми любимую нежную шарлотку из детства. Единственный момент, готовим по-новому. Готовим с целыми яблоками, причем фаршированными. Сейчас покажу, как я это готовлю. Это быстро, просто вкусно. Знаете, так вообще прям хочется уже весны и вот таких пирогов. Выпекать будем в формочке диаметром 26 сантиметров. Дно и бока устилаем пергаментной бумагой и разогреваем духовку на 180 градусов. На такую форму я беру где-то 9 или 7 яблок. У меня 9 сегодня очень мелкие. Для этого рецепта лучше всего использовать вот такие небольшие яблоки. Удаляю серединку, косточки и всю сердцевиночку, вот так, чтобы было чисто. Яблоки я не чищу. Я готовила из разных сортов яблок. Когда слишком сладкие яблоки, тоже нехорошо. Тогда вкус слишком приторный, как на мой взгляд. С этой стороны яблоко немного подрезаем, чтобы оно ровно стояло на формочке. Значит, желательно, чтобы по высоте яблоки были одной высоты, вот так. Я беру где-то столовую ложку полную сахара и добавляю где-то вот 2 чайные ложки корицы, чтобы было много корицы. Все перемешиваем и по ложечке добавляем сюда в яблочки. В середину закладываем клюкву. Значит, сейчас расскажу вообще, что можно заложить в середину, с чем будет вкусно. С клюквой, как по мне, вкусно. Она кисленькая, вот она дает свой пикантный вкус. Можно добавить чернослив, курагу. Я сегодня буду еще добавлять изюм. Что по поводу орехов? Я делала с грецким орехом. Значит, скажу так. В первый день, пока шарлотка только изготовилась, вкусно. Но на второй день яблоки, как бы, дайте, они мокрые, и если вот остается шарлотка на второй день, то орехи на себя тянут влагу, и это не очень вкусно уже на второй день, поэтому орехи я не добавляю. И несколько изюминок. Вот так у меня в итоге вышло. Значит, смотрите, вот эти вот все пустоты пусть так и остаются. Не нужно закладывать яблоки, ну вот даже если вы захотите порезать их на несколько частей. Для чего? Когда я буду отрезать кусочек пирога, как раз вот так вот с одним яблочком. Тогда и тесто есть, и внутри целое вкусное яблоко. Яблоки готовы, теперь готовим тесто. Если вы хотите, можно шкурочку вокруг яблока обрезать. Но как по мне, когда я обрезала шкурку, а я так делала, слишком много сока уходило в тесто. На форму 26 сантиметров я использую 6 яиц. Если вы хотите уменьшить рецепт, разделите все на 3 части. И на формочку 20 сантиметров у меня уходит 2/3. Взбиваем яйца, чтобы все увеличилось в объеме и стала такая большая пышная масса. Во взбитые яйца добавляем щепотку соли, ванильный сахар, можно просто ванильку, и обычный сахар. Я засыпаю вот так вот, увеличиваю скорость и взбиваю. Во взбитую массу добавляем сразу всю муку и вот так вот перемешиваем силиконовой или деревянной лопаточкой до однородности. Когда мука вмешалась, сюда отправляем 1,5 столовые ложки сметаны. Сметана у меня 20%. Если вы сметану не нашли, можно использовать йогурт, только жирный. Я знаю, что еще добавляют кефир. Можно тогда 1,5 столовые ложки жирного кефира. Заливаем тесто на яблоки. Вот так вот по кругу. Все хорошо нужно разровнять, чтобы яблоки были в тесте сверху. Даже если слой будет небольшой, все равно тесто будет подниматься и как раз будет окей. Отправляем в разогретую духовку и очень важный момент, уменьшаем температуру на 160 градусов. Печется приблизительно 40 минут, каждая духовка печет по-разному, но тут чем дольше вы его подержите в духовке, тем лучше, чтобы яблоки проготовились максимально больше, насколько это возможно. И чтобы пирог тоже не сгорел. Поэтому вот на температуре 160 градусов 40 минут, вот он 45 стоит, он сверху должен быть красивый, но пропеченный. Если вы поставите 180 градусов, он у вас быстро подымется, начнет уже вверх гореть, а внутри еще будет сырое тесто.
Так, ну что, наш пирожок почти готов. Только что достала из духовки. У меня сегодня он стоял 45 минут. У вас может быть дольше, проверяйте деревянной палочкой, чтобы не было мокрого теста. Не трогаем пирог, даже с формы его не вынимайте. Оставляем минут на 15-20, чтобы он немного остыл. У меня прошло приблизительно полчаса. Снимаем формочку, она уже остыла. Пирог еле-еле теплый. Снимаем пергамент. Ой, какая красота! По желанию сверху немного сахарной пудры, вот так вот, чуть-чуть. Так, и еще что я делаю? Сейчас еще чуть-чуть. Сахарной пудры, много не бывает. И у меня здесь осталась корица с сахаром. Вот так вот чуть-чуть корицу и сахар. И так режем. Главное попасть между яблок. Так, хопа. Сейчас знаете как? Вот так вот видно хотя бы, где яблочки лежат. А я как-то готовила, вообще все было вот так вровень. И также ж хочется красиво подать. Так, и тут вот так. Так, ну что, готовы? Так, достаем. Та-да-да-да. Так, с этой стороны яблочко не видно. С этой стороны, чуть-чуть мы отрезали часть другого яблока. Так, ну что, давайте разрежем кусок, посмотрим, как там поживает яблочко. Ну, во-первых, хочу сказать, по такому большому куску пирога очень даже хорошо получается, если вы готовили на какое-то торжество и у вас гости. Так, теперь аккуратно разрезаем. Так. Ой, смотрите. Ой, все выпало, ну что же так? Вот надо вот так, чтобы было. Вот здесь, смотрите, вот здесь правильно. А ну, Димочка, покажи. Посмотрите, как вкусно, как красиво выглядит. Само тесто, оно чем-то на кексовое, чуть-чуть похоже из-за сметаны, такой эффект. На моем канале есть другая шарлотка, классический вариант. Я делаю ее более тонкую, чтобы было ли вверху слои яблок, посыпаю корицей немножко сверху. Но это совершенно две разные шарлотки. Попробуйте именно так. Можно подавать еще еле теплую вместе с мороженым, но, как по мне, вот этот вариант с мороженым подавать не надо. Подавать надо именно вот так. Посмотрите еще раз на само яблочко. Чем мельче яблоки вы возьмете, тем быстрее они пропекутся и будут вот такими мягкими. Само тесто, вы посмотрите, оно как кексовое. Я сейчас буду пробовать. Этот пирог нельзя есть вилкой, его надо есть руками, желательно под компотик из вишни. Значит, я как-то делала с яблок, только чуть-чуть крупнее яблоки взяла. Так вот, яблоко где-то меньше, чем до середины у меня снизу пропеклось, а сверху осталось чуть-чуть твердоватым. И даже внутри где-то сантиметр теста не допекся. Поэтому берите мелкие яблоки и делайте на форму 26 сантиметров в диаметре. Обалденно. Еще в тесто можно добавить лимона и цедры. Тогда тоже сочетается очень с клюквой. Так, теперь буду есть само яблочко. Яблочко допеченное. Вот эта вот корочка, которую мы не срезали, она держит всю сочность в серединке. И вот эти все сухофрукты, особенно с клюквой. Возьмите, у меня было свежемороженое, я просто ее разморозила и добавила. Очень-очень круто. Что еще добавляла? С черносливом так себе мне не очень понравилось. С курагой вкусно, с изюмом. Ну, пожалуй, и все. Можно добавить какие-то сезонные ягоды, если вы вдруг делаете по сезону. Все, ем. В общем, если считать по яблокам, на 9 человек этого пирога хватит. Ну, потому что никто не захочет делиться своим яблочком фаршированным. Значит, можно еще мельче яблочки, если вы найдете. Но обычно это только кто живет в частном доме. Можно брать тогда падалку, она тогда мельче. Ну, в общем, жду ваши комменты, жду отзывы. И напишите, возможно, вы как-то по-особенному тоже делаете шарлотку. Вот с цельными яблоками, но что-то необычное. Все, жду ваши фотки в инстаграме. Обязательно пробуйте и пеките. Смотрите меня на телеканале R1, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. Пока. Всем привет, я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. О еде с любовью – это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов, по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет! Это
Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием тропиканка. Покупайте мою книгу и будем готовить вместе.